какой бабой. Ага, бабой, nice. Eat бабой, eat legs. О, вон пацанчик кушает ногу уже. Собака ждет косточки. Ноги. Чик. And eat. Very nice, beautiful. Да. Filipino food. Nice. Delicious. Yes, I understand. Вот так вот, друзья, и готовится филиппинский лечон бабой на углях. Special Filipino holiday food. О, bye. Собачки тоже ждут своей доли косточки. Bye, guys. Thank you. Вот и дом Андрея. Четерин говорит, что где-то вот тут вот на заднем дворе за постройками. Ну что, Вовчик, видел? Она говорит, до этого приходил больше. Только что это не первый? Нет. Где он? Показывай. Смотри, на крыше. Друзья, я сейчас попробую приблизить. Ну, камера это не получится, придется приблизить телефоном. Он, видите, сидит на железных листьях. Пока не будем подходить ближе, боюсь пугнуть. Вот это ящерица. Попробуем телефоном приблизить. Ну да, это будет поудачнее. Вот какой красавец. Попробую подойти поближе. Вон он какой. Почти динозавр. Бам-бам-бам-бам-бам. Убежал. Где-то он вот в этой куче. Вылазит на солнышке погреться время от времени. Четерин говорит, что хотел залезть к ней в окно, в дом. Не знаю, преувеличивает ли. Или на самом деле. У страха-то глаза велики. Зашуршал вон там он высохшей травой. Побежал, спрятался. Вот в этих вот коряшках. Ну, я не думаю, что он на меня накинется. Вон, 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 друзья. Слышите, видите? Навряд ли видите. Вон, вон, трава зашевелилась. Побежал, побежал. Вон те вон заросли. Заросли вот этой вот густой растительности. Это, кстати, вот эти вот деревья, похожие на листья пальмовых, это растения, из которых изготавливаются на Филиппинах крыши на филиппинских традиционных домах. В общем, дальше в заросли вот в эти я не полезу, потому что здесь земля не разделана, на ней валяется много колючек и есть опасность проткнуть ногу, что чревато последствиями. Вот и красный котик. Настя, hello. Держи шоколадку. You come inside, but small turkey, not yet. It's okay. Ой, ой. She hasn't come. Настя очень довольна. Okay, say thank you. Настя любит очень с котиком играться. Настя, баба go home, bye. Пойдем домой, мой хороший. Бай-бай. Бай, Четерин. Bye. В общем, погостили, надо идти домой. Кисуль, пошли домой. Кисуля идет с нами домой. Мы передвигаемся вот по такому почти минному грязному полю. Что, думаешь, как по этой грязи идти? Я вот тоже думаю.
Мы пойдем, а Педрочка поедет на руках. Друзья, еще раз вам привет-привет! В этот чудесный солнечный филиппинский день мы отправляемся на тест-драйв Бурмана. Поедем бандой. Группировкой очень опасной. Заодно заедем еще в один порт на Сибу, чтобы узнать, ходят ли с него паромы на Негрос. Раньше ходили. Как дело обстоит сейчас, узнаем. Решили заехать в булочную, выпить чего-нибудь холодненького и, может быть, скушать по булочке. А я буду водку с Редбулом. Сейчас. One Royal, one Mount, one Steam. Royal. Окей, and green. Mountain Dew. Смотри, эгг-бред. Кстати, они неплохие. Хочешь, Кость, эгг-бред? Нет, не хочу. Лимонадик хочу. И, знаете, и пустую булочку. Пустую. Пан де кока с кокосом хочешь? А кока? Ну, Да. кокосик можно, да. Энергетики пьете? Да. Хотите взбодриться? А то. Будем полные энергии, заряженные, крепче, чем энерджайзер. Ну я. Рояльчик. Как трещат. Вкусные булочки. С кокосовой начинкой, сладенькие. Кондиционеры. Достало это все, кондиционеры, все тут сидеть, не выйти. А так откроешь в России окно и свежо. Сейчас бы по снежку пройтись, а вот так взять, обтереться снежком. Смотриться. Мечты, мечты. Да. Видишь, человек живет здесь, лишен этого счастья, страдает. Какие люди счастливые там в России. А вообще, друзья, кроме шуток, есть такое дело, как ностальгия по снежку, по холоду, по морозу. Вообще, смена времен года – это классно. Конечно, на Филиппинах тоже есть своеобразная смена времен года, но это все не то. Эх, в холодок бы сейчас. А я еще не соскучился по холодку. Мне пока и тут хорошо. Паром с Негроса пришел, сейчас, да, обратно пойдет. А, 24 часа, да, в сутки ходят. Короче, да. Можно рано утром приехать и уехать. Рано-рано утром. Часов 6-7 лучше, пока еще фуры спят.
сказали, паромы будут ходить, пока не кончатся грузовики. Вот когда они кончатся, их не будет. Так они никогда не кончатся, там очередь какая, ой-ой-ой. Значит, успеем. Значит, на наш век хватит. А стоимость не спрашивали? Не спрашивал, А, так Андрей? знаем сколько. Сколько? Получается, мотоцикл с пассажиром примерно 650-680 станет. С Сибу на Негрос, да? Всего на Негрос. Как вы поняли, мы возвращаемся на Негрос. Покончить с одним делом. Вот здесь продают билетики с Сибу на Негрос на паром. Но прежде надо сходить к Костгарду, который расположен немного выше. Там он, наверное, метрах в 200 отсюда. Здание такое небольшое, одноэтажное. Там сидит Костгард, показываешь ему регистрацию, документы на мотоцикл. И он выписывает тебе разрешение купить билетик. И вот здесь вот покупаешь билетик. Thank you. Вот. Люди купили билетики, в тенечке стоят, ждут, когда паром разгрузится. Обычная портовая суета. Одни с парома съезжают, другие ждут своей очереди, чтобы загрузиться. В общем, жизнь идет полным ходом. И это здорово. Приехали на грузовой паром городка Тубуран. Отсюда раньше с острова Сибу на остров Негрос ходили грузовые паромы. Да, скорее всего, они и сейчас ходят, судя по оживленному порту. Множеству торговцев, множеству людей там. Просто сейчас не время. И, собственно говоря, мы планировали узнать, как они ходят и, возможно, ли сейчас с ними отправиться на остров Негрос. Но никого и ничего, никаких паромов сейчас здесь не застали. Посмотрим, может быть, получится спросить у кого-нибудь из местных. Там много мелкой рыбки, целые стайки. Прям много-много такая. Маленькая сардинка. Вот и плаваете с сардинками. Любят же некоторые плавать в этой стае сардин. Туристы. Туристы, да, вот. Только платить за это. А здесь бесплатно. Ну, я не знаю, камера передаст, нет. Может быть, в камеру будет не видно. Давай вот так, через очки. Вот это вот очки антибликовые. Вот попробуй показать. Может быть, через очки будет видно. Нет. О, сарганы подошли. Вот. Че, Андрей, еще-то какую-то рыбку увидел? А? Вон, побольше поплыли. Вот тут покидать бы удочку. Тут рыба есть. А, блеснул, да? Ну. Даже вот этого ротанчика, да? А рыба есть, потому что местные не выловили сетями. Никто не лазит шампурами, видать, нельзя. Никто не лазит сетями. Есть Короче, рыба. то, что сделали у нас, все выловили на нашем побережье. Да, Здесь только, видать, крючком можно ловить. Ну, вот там рыбки 4-5, да, стаечка. Да. Вон они пошли под этот, под пирс. Пришли рыбу маленькую. Ух ты! Ага. Видели? Да, видели. Это, тут же стая маленькой рыбки, ну вот такая где-то, как корюшка, целая стая. И они ее едят. Пришли, поели, ну, то есть приплыли и уплыли. Короче, маленькая рыбка, как корм для большой рыбки. Да. Если есть маленькая, есть большая. Это для нас как бы пирс, да, разрушенный.
А для рыбы покрупнее тут шведский стол. Приплыл, покушал, и все, по своим делам поплыл дальше. Классный пирс, нам очень понравилось. И самое главное, возможность порыбачить без любопытных глаз. Однозначно, сюда стоит вернуться с удочкой. А вот и наши любимые яички. For 20 pesos. For 20 песо 4,20. Подорожало. Ну что ж теперь? Не Не есть, что ли? кушать, что ли? Давай, это 20. А жара-то какая настала после всей этой непогоды, дождей, столько суток дожди шли проливные, а теперь солнце вышло, и получается солнце пекет, а самое, что тяжелое, это вот эта вот сырость. Земля начала сохнуть, очень большая влага, влажность, и поэтому душно очень, потеешь, прям невыносимо. Поэтому надо ехать и не останавливаться. Ехать, чтобы ветер обдувал. Ехать и ехать. Сейчас дядька нам яичек пожарит, покушаем и поедем. Дядька хорошо жарит, порумяннее прожарит. Обожаю перепелиные яички. А я еще съем. Я только как бы вошел во вкус. Еще хочу. Дядька, еще отжарь мне яичек. И в этот раз можно немножко сладостям добавить перчика. Андрей, наверное, себе один перец насыпал, а ты себе один сладкий, да, соус? Да, сладкий, без перца. А сейчас хочу с перцем еще чуть-чуть. Настоящие ебайкеры не едят сладости. А у меня серединка на половинку. Сладкий с острым. Класс! Вкуснотища, друзья, необыкновенная. Заказываем по 3-й порции. Невозможно остановиться. Ну соус вкусный, без базара. Отвели душу. Третью съел. Думал, одну съем и хватит. Остановиться не могу. Видишь, такой вот порог. Вкусно. И вообще без базара. Пацан клево нажарил. Яички вкусные. Вот есть говно, блядь, яички, вот честно. Есть такие невкусные, какие-то жесткие, заветренные. А этот жарит прям вообще вкусные. Есть соус такой ядреный соус. Только, блядь, соус пить можно. До дому, до хаты. С ветерком надо ехать. Весь горю. Надо сейчас ехать вот так с ветерком. 120. А я без ветерка. Я С кайфом, да. Кайф слова нет. С наслаждением, солнце, теплый ветер, сытый. Что еще надо? Едь, получаю удовольствие. Это самый лучший ресторан. Какая у тебя восхитительная резина. Как на Феррари. Как на Формуле 1. Это слик. Спортивный. Друзья, от меня, как от пассажира, скутеру Судзуки Бурман 5 из 5 баллов. Комфортно, удобно, просторно,
И самое главное, мягко. За 3 часа нашего путешествия никаких отрицательных эмоций. И по каким бы ямкам или колдобинкам мы не проезжали, никакого дискомфорта. В общем, полное ощущение, что ты путешествуешь не на скутере, а на удобном кресле. Да-да, это так. Сузуки Бургман! Та-дам! Вот тачка. Соотношение цена-качество, надежность, практичность на высоте. По всем критериям он нам нравится. Недорогой, практичный, очень вместительный, очень комфортный. Привет, друзья. Мопед хороший, нам очень нравится этот мопед. Большой, вместительный, большой почти как NMAX, а стоит дешевле. Комфортный. Одни положительные эмоции. Я даже не знаю, что сказать, потому что, ну, на самом деле, тут хороший мопед. Вот просто это хороший мопед. По сравнению с Мио, с Кликом, с битками, я там не знаю, со скайдрайвами. Это хороший мопед. Реально хороший мопед. Посмотрите, какой он удобный. Место для ног. Можно ехать отдыхать. Место для покупок. Цена-качество, четко. По такой цене качество, во. Ну, допустим, конечно, филиппинцы больше любят инмаксы. Но они уже и стоят дороже. Они на 40 тысяч, да, дороже? Да? На 40 тысяч. Этот 82, 85, и NMAX 120, 140. Нифига себе, больше 40 это разница. Ну, конечно, если у вас денег много, хотите быстро ездить, покупайте NMAX. Мы едем за пивом. Едем путешествовать. Вот для чего этот мопед. Ящик с пивом легко. А если у вас ящик пива, есть и мопед, что еще вам надо? Зачем вам ехать быстро? Едете и отдыхаете, кайфуете. Стоимость мопеда, напомню еще. Стоимость мопеда 82-85 тысяч. В зависимости, где вы будете его покупать, в каком бранче. Вот такой диапазон примерно. Кубатура мопеда. 125 кубиков. 125. Четырехтактный, двухклапанной. И FI. Заднее колесико маленькое, оно на 10. Переднее колесико чуть-чуть больше, на 12. Это, получается, первая модель, да? Ну, их две модели было. Получается, первая модель у них была промерные вот эти штуки. А это уже вторая версия, получается. Они черные идут. Версия 2. А расход маленький. Расход, получается, 2 литра на 100 километров. Да? Такой вот маленький расход. А это получается потому, что колесико маленькое. Было бы колесо больше, было бы больше уже расход. Места хватает. Для двоих места вполне тут хватает. Сиденье широкое. Видите, какое широкое сиденье. Получается, что на далекие расстояния, когда едешь, задница вообще не устает. Я на нем проехал, ну сколько, часа полтора, да, или 2 даже, ехал на мопеде. Я потом с него слез, спокойно пошел, у меня не болела задница. На других мопедах болит, потому что сиденье уже и устаешь. На этом очень комфортно. Значит, вдвоем, когда мы с пассажиром ехали, ну вот я ехал с Леной. Лена сидела сзади, места нам тоже хватало, вполне все комфортно. Но единственное, что в нем не хватает, ну это когда мы шли в перевал, в подъем, тяжело кого-то обогнать. Вот поток машин идет, ты за ними плетешься, уже в принципе кого-то обогнать, фуру или автобус, ну нереально, не хватает кубатуры. Ну это, наверное, единственный минус. А в остальном по прямой, везде, ну, отличный мопед. За эти деньги мопед просто отличный. Да. Из всех мопедов, которые идут поджопники, не которые как круизеры там для путешествия, а именно поджопники, которые у вас стоит, он под жопой, в магазин, везде там прокатиться, вот поджопники, это самый лучший. Вот по нашему мнению, это лучшее. Я просто балдею от наслаждения ехать на этом мопеде. Мы вчера купили себе еще один конструктор. Завести его там не смогли. Ну, конечно, там такая машина, что... Поэтому ее и продали, что она и не заводила. Сосед пальмы пилит, бензопилой работает. Вы услышите сейчас, это очень громко. Он на перекур остановился. А может остановился, чтобы мы сказали? Зовет. Вот оно, это чудо. Еще один Лего-Го. Спойлер. Спортивка.
Автомобиль Mazda 323. Зафарширован под спортивную. Это его родная комплектация. Я нарезала щековину такими вот небольшими кусочками. Красивенькое такое салко с прослойками с мясными. Загляденье. Будет очень вкусно. Соль, сахар, перец, чеснок и имбирь. И теперь нужно все хорошенько перемешать.